Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Сегодняшнее видео опять и снова по поводу дела Ирины Фарион. Комментарий. Был комментарий Веры Каракиной по видео заседания 18.09.2025. Что делать в такой патовой ситуации, спрашивает Вера. Есть ли высшие инстанции, которые имеют право на контроль этого судилища? Что я отвечаю, и прислушайтесь, и потом просто в этом видео тема будет развернута. Я отвечаю, какие инстанции Садовому, Бобола и бойцам 3-й штурмовой Фарион просто надоело. Высших, имеется в виду инстанций, нет. София отхватила наследство, осталось дело за малым – посадить невиновного и сделать из всех лохов, типа «у нас все по закону». Вот, еще есть Федор Зинченко. У Федора есть и опыт, и средства, а также цель. Короче, если суд вынесет обвинительный приговор, то никто не сможет поручиться за спокойную житуху всех участников реалити-шоу. Есть еще вариант. Это оправдательный приговор за недостаточностью улик. Его и продвигал Немировский. Это вариант. Заткнуть рот Софии в таком случае легче легкого. Цена вопроса 15 миллионов. Правда, в этой ситуации тяжесть ляжет на Дмитрика и Эву. Но, может таки лучше на дорасследование? Но тогда что делать с премиями Петлеванова и компании? Или их размер это и есть те 15 миллионов? Короче, круг замкнулся. Зовите Соломона. Вот по поводу этого диалога, этой переписки сегодняшнее видео. Мы говорим об этом деле, которое раскололо Украину. Дело об убийстве Ирины Фарион, и это не просто суд. Это реалити-шоу, где на кону жизни, репутации, миллионы гривен и, возможно, душа наций. В прошлых видео я назвал этот процесс человеческим жертвоприношением, где мова, украинский язык, стала идолом, требующим крови. Вячеслав Зинченко, 18-летний парень, рискует стать жертвой на этом алтаре. Но что важнее, принести его в жертву ради символа или защитить свободу невиновного? Когда-то фарисеи решили, лучше одному пострадать за народ. Повторим ли мы их ошибку? Или найдем правду? Сегодня я не только разберу последствия возможных решений суда в деле Фарион, но и предложу выход. Решение, которое может разорвать этот замкнутый порочный круг. Разговор будет непростым. Чай, кофе, блокнот. Давайте искать Соломона. Шахматная доска Украины. Контекст дела. 19 июля 2024 года во Львове, городе-символе украинской идентичности, пуля оборвала жизнь Ирины Фарион, профессора-языковеда экс-нардепа от «Свободы». Для одних она была иконой, боровшейся за чистоту украинского языка, для других – провокатором, чьи слова о русскоязычных бойцах, включая 3-ю штурмовую бригаду, разжигали раскол. Ее называли раскалывательницей. И это стало фоном трагедии. Через 6 дней задержали Вячеслава Зинченко, 18-летнего парня из Днепра. Следствие утверждает, он убил Фарион из-за ее взглядов. Мотив – национальная нетерпимость. В его телефоне фото оружия, мемы, досье на деятелей. Прокуратура требует пожизненное по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса. Умышленное убийство с отягчающими. Дело в Шевченковском райсуде Львова.
с февраля 2025 года. Рассмотрены все тома, видео, экспертизы, тайный свидетель. Но процесс тонет в переносах. То адвокаты отсутствуют, то Зинченко жалуется на здоровье. Последний перенос в мае 2025. Защита во главе с Сулеймой, Юрием Немировским кричит: улик мало, парень патриот, его подставили, возможно, с российским следом. В соцсетях гудят теории от неонацистов НСВП, взявших ответственность, до заговора элит. Участники этого реалити-шоу как фигуры на шахматной доске. Андрей Садовый, мэр Львова, оплакивал Фарион, но слухи говорят, ее радикализм надоел и ему, и городу. Юрий Бобола, экс-ректор Львовской политехники, где Фарион преподавала, часть элиты, уставшей от ее конфликтов, бойцы 3-й штурмовой, которых она критиковала за русский язык, в тени, но их раздражение ощутимо. София Особа, дочь Фарион, подала иск на 15 миллионов гривен за моральный ущерб, отхватив наследство. Ее дети, Дмитрик и Эва, внуки Фарион, невольные пешки. Федор Зинченко, отец обвиняемого, ветеран с фронтовым опытом, средствами и целью спасти сына. Прокурор, условное название Петлеванный, давит на обвинительный приговор, но слухи о премиях в размере тех же 15 миллионов витают. Это не суд, это битва символов, где мова стала идолом, а Зинченко – потенциальной жертвой. Чтобы понять, что нас ждет, разберем систему. Сейчас дело в Шевченковском райсуде Львова первой инстанции. Судьи изучают улики, слушают свидетелей, вынесут приговор. Но это только начало. Любой вердикт обвинительный, оправдательный или до расследования обжалуют во Львовском апелляционном суде. В течение 2 месяцев после приговора защита или прокуратура могут подать жалобу. Апелляция проверяет законность, учли ли все доказательства, не было ли давления. Если спор не утихнет, дело дойдет до Верховного суда, кассационной инстанции. Они смотрят только на ошибки в праве, не на факты. Например, если Немировский докажет, что суд проигнорировал российский след НСВП или подтасовал улики, ну тогда да. А если Федор Зинченко заявит о пытках или предвзятости, дело может уйти в Европейский суд по правам человека. Это путь на годы, до 2026, 2027 или еще дальше. Каждый этап – новый сезон реалити-шоу, где ставки растут, деньги уплывают, а правда ускользает. Это дело не только про убийство, это про Украину, про нас. Ирина Фарион сделала мову, украинский язык, своим знаменем. Она боролась за него, но ее слова раскалывали общество. Для многих она стала иконой, почти святой. Но что, если мова превратилась в идола, требующего крови? Вячеслав Зинченко – 18-летний парень, которого обвиняют в убийстве. Прямых улик нет. Видео косвенно, экспертизы спорные, мемы в телефоны – не доказательства. Немировский твердит: Зинченко патриот, его подставили. А что, если он прав? Что, если Зинченко просто удобная жертва? Человек, которого назначили ответственным, чтобы успокоить тех, для кого мова – святыня. История знает такие развилки. 2000 лет назад фарисеи сказали: лучше одному человеку умереть за народ, чем всем страдать. Они выбрали жертву ради порядка, ради народа.
Сегодня мы стоим перед тем же выбором. Мова украинская, код нации, идентичность. Но если ради нее мы готовы принести в жертву невиновного, не потеряем ли мы себя? Зинченко, виновен он или нет, рискует стать агнцем на алтаре. Если его осудят без достаточных улик, украинцы повторят выбор фарисеев 2000-летней давности. Если оправдают, идол мовы потеряет силу для многих. Если затянуть, это будут прятки от ответа. Что ценнее? Вопрос стоит так. Мова или свобода невиновного? Давайте разберем, что будет при каждом решении суда. Варианты. Сценарий 1. Обвинительный приговор. Жертва принесена. Если суд признает Зинченко виновным, прокурор Петлеваный добьется своего, доказательства кажутся весомыми. Видео с места, портретная экспертиза, данные телефона, пожизненное максимум. Что это значит? Для львовской элиты победа. Андрей Садовый, публично скорбевший по Фарион, вздохнет с облегчением. Ее радикализм, как говорится, надоел городу. Юрий Бобола, экс-ректор политехники, где Фарион работала, избежит новых споров и обвинений. Бойцы 3-й штурмовой, которых она называла неправильными патриотами, отойдут в тень. Дело закрыто, типа все по закону. София Особа получит свои 15 миллионов гривен. Или часть, если суд урежет сумму. Мова, как идол, удовлетворена. Зинченко принесен в жертву. Верящее в закон, в кавычках, аплодирует. Но цена высока. Федор Зинченко, отец, ветеран с опытом, связями и средствами. Он не сдастся. Протесты во Львове, митинги в Днепре, волна в соцсетях, где уже пишут: Зинченко не убийца, его подставили, апелляция неизбежная, Федор сделает жизнь участников, судей, прокуроров, Софии кошмаром. Никто не поручится за их спокойную житуху. Дмитрик и Эва, внуки Фариона, окажутся под давлением. Радикалы могут видеть в них продолжение дела Фарион. А что, если слухи о премиях прокурора в объеме 15 миллионов – это правда? Тогда эта сделка. Невиновного приносят в жертву, чтобы закрыть дело. Мова торжествует, но правда тонет. Фарисеи победили, один пострадал за народ, но круг замыкается. Сценарий 2. Оправдательный приговор. Идол повергнут. Теперь представить, что Немировский побеждает. Суд говорит: улик мало, Зинченко невиновен. Оправдательный приговор. Что тогда? Львов взорвется. Фарион – икона для националистов. И оправдание ее убийцы как нож в сердце. Уличные протесты, марши, обвинения в адрес Садового не защитили Фарион. Бобола, как часть элиты, под ударом. Политехника станет эпицентром споров. Бойцы 3-й штурмовой, которых Фарион критиковала, окажутся в тени. Их моральный дух рухнет. София Особа останется без 15 миллионов. Иск отклонят. Ее заткнуть будет проще. Угрозы, давление, намек на молчание. Но главная тяжесть в таком случае ляжет на Дмитрика и Эву. Внуки Фарион станут мишенями для радикалов, видящих в оправдании заговор, российский след или предательство. Федор Зинченко станет героем для тех, кто верит в подставу. В соцсетях пишут:
Настоящие заказчики гуляют, но прокуратура подаст апелляцию и процесс затянется до 2027 года. Общество расколется, как после убийства Бузины в 2015. Мова, как идол, повергнута. Жертва не принесена. Символ теряет силу, но цена – хаос. Свобода Зинченко спасена, но правда тонет в криках и постах. А 15 миллионов, возможно, это цена молчания Софии или подкупа свидетелей. Круг не замыкается, не размыкается. Меняются жертвы. И сценарий 3. До расследования. Жертва отложена. Этот путь говорит о том, что суд возвращает дело на дорасследование. Улики слабые. Всплывает российский след. Или манифест неонацистов НСВП. Это компромисс, но он не решает дилемму. Садовые Бобола выигрывают время, дело тянется. Никто не виноват. Но премии прокуроров, те 15 миллионов, они растворятся. Бойцы 3-й штурмовой останутся в подвешенном состоянии. Фарион надоело, но ее тень висит. Зинченко выйдет под подписку. Федор продолжит борьбу за сына. София будет ждать, сжимая в руках свое наследство. А ее иск зависнет. Дмитрик и Эва под угрозой от радикалов. Участники, судьи, прокуроры, свидетели будут жить в страхе. До расследования может тянуться до 2027 года. Мова, как идол, ждет жертвы. Но пока ее откладывают. Правда? Она за кулисами. Что важнее, друзья? Мова или свобода? Вот мое предложение. Дилемма мова или свобода – это сердце дела. Мова – душа нации. Фарион боролась за нее, но ее радикализм раскалывал общество. Если мы осудим Зинченко без улик, мы приносим его в жертву идолу мовы. Повторяя выбор фарисеев, один страдает за народ. Если оправдаем, националисты взбунтуются, София и ее дети станут мишенями, а мова как символ ослабнет. Если затянем, мы спрячемся от ответа, но угрозы останутся. Что ценнее? Лично я верю, что свобода невиновного важнее. Мова – это инструмент единства, а не алтарь для жертв. Если мы осудим Зинченко без железных улик, мы предадим не только его, но и саму идею Украины, страны, где правда и справедливость выше символов. Фарион, я уверен, не хотела бы, чтобы ради ее идей ломали судьбы. Но как выйти из этого круга? Решение такое. Независимое расследование с международным надзором. Первое. Возврат на дорасследование с четкими условиями. Суд должен признать текущие улики, видеоэкспертизы, мемы недостаточны для пожизненного. Дело нужно вернуть на дорасследование, но не для затяжки, а с конкретной целью – найти заказчиков, если они есть. Манифест НСВП и слухи о российском следе требуют проверки. Прокуратура должна сосредоточиться не на Зинченко как удобной жертве, а на реальных организаторах. Может быть, учесть Садового, Бобола, бойцов 3-й штурмовой. Второе. Международный надзор, чтобы избежать давления от Садового, Бобола, радикалов и даже Федора Зинченко. Расследование должно проходить под наблюдением независимых экспертов, например, от ОБСЕ или международных правозащитных организаций. Это снимет обвинения в предвзятости и даст шанс на правду. Третье. Защита участников. София
Дмитрик и Эва должны быть под охраной, чтобы избежать угроз от радикала. Федору Зинченко нужно гарантировать прозрачность процесса, чтобы он не пошел на протесты. Судьи и прокуроры также должны быть под защитой от давления. В том числе защиту нужно обеспечить Вячеславу Зинченко. И четвертое, общественный диалог. Дело Фарион – зеркало раскола. Нужно инициировать публичные дискуссии о языке, идентичности и справедливости. Мова должна объединять, а не требовать жертв. Это задача для медиа, активистов и каждого из нас, в том числе меня. Почему это сработает? Независимое расследование разорвет круг. Зинченко не станет жертвой без улик, а мова не потеряет силу как символ, если заказчики найдутся, будь то неонацисты или другие силы, правда выйдет наружу. Если Зинченко виновен, улики должны быть железными. Это решение требует смелости, но оно честное. Фарисеи выбрали жертву. Мы должны выбрать правду. В библейской истории Соломон предложил разрубить ребенка, чтобы найти истину. В нашем реалити-шоу Соломон – это мы. Судьи, следователи, общество. Мы должны отказаться от жертв ради идолов. Мова – это ценность, но она не выше свободы и правды. Мое решение – не повторять ошибку фарисеев, а искать истину, даже если она горькая. Друзья, дело Фарион – это наш тест. Пишите в комментариях, что важнее для вас – мова или свобода. Согласны ли вы с моим решением? Кто наш Соломон? Давайте говорить, спорить, думать. Подписывайтесь, ставьте лайк, если хотите больше таких разборов. Это не просто дело, это наша история. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч.